В этом видео поговорим о кармических ваших долгах по дате дня рождения. Забегая наперед, возьмите сейчас прямо ручечку или карандаш и листок бумаги. Нам нужно с вами будет рассчитать некоторые циферки. Итак, как по своей дате рождения узнать свою карму? Также постараться разобраться в поступках прошлого, чтобы после анализа вы действительно смогли жить счастливо и благополучно. С давних времен есть такое мнение, что наша душа живет не один десяток лет. На протяжении всей жизни мы совершаем преднамеренно или нет, но ряд определенных ошибок, за которые нам приходится расплачиваться в следующей жизни. Кто-то называет это сансарой и так далее. Но все равно каждый из нас хочет знать и понимать, что же преподнесет ему судьба в этой настоящей жизни, в которой мы живем, каждый из нас. И чтобы это узнать, можно использовать дату своего дня рождения. Она сможет о многом вам рассказать. Например, о том, что вас ожидает и на что стоит обращать внимание. А также поможет определить, что вы такого действительно совершили в прошлой жизни, что нужно вам сделать для того, чтобы исправить свои прошлые поступки, свои прошлые действия, которые вас к этому привели. Определить нужно так называемый кармический долг. Что же такое карма? Понятие карма, о чем можно приравнять в какой-то степени к бумерангу. От нее невозможно ни убежать, ни спрятаться, но не нужно сильно переживать по этому поводу, ведь расплата за поступки всегда наступает, если вами были совершены какие-то определенные и негативные поступки. Об этом и сможет рассказать ваша дата дня рождения. Ну а для того, чтобы рассчитать свой кармический долг, необходимо произвести простое арифметическое действие. Проводить его нужно до тех пор, пока не получится у вас простое число. Например, возьмем дату рождения 25 января 1951 года. Мы возьмем с вами, распишем это в циферки и сложим эти цифры. После того, как мы начнем складывать, у нас получится циферка 24. Но помним, что приводим все к однозначному простому числу. Итак, 24, 2 плюс 4 получается 6. И в нашем случае оно и будет кармическим долгом. Число 6. Теперь далее давайте поговорим, что означает каждая из цифр. Вы найдете свою и поймете, что же вам нужно изменить в своей жизни. Также попробуйте просчитать и даты рождения всех тех членов семьи, с кем вы проживаете на данном этапе в жизни, в квартире или в доме. Для того, чтобы вы понимали, осознавали, кому что нужно исправить, проанализировать и что-либо изменить. Также вы поймете, как кармический долг, возможно, влияет на вашу жизнь или кармический долг в вашей жизни влияет на кого-то из членов семьи. Когда вы проанализируете, поймете, вы откроете для себя много чего нового. Давайте начнем с единички. Итак, если у вас появилась при просчете циферка 1, то считайте, что вам крупно повезло, так как серьезные испытания в вашей жизни вам не грозят. Это говорит о том, что ваша прошлая жизнь была вполне достойной. И, возможно, немного вы занимались где-то обманом и были слегка эгоистом. Но за это все же не накажут. Если у вас получилась циферка 2, а двойка говорит нам о том, что с вашей кармой не все обстоит так благополучно, как вам бы хотелось. И чтобы очистить свою карму, вам нужно стараться оказывать помощь всем, кто будет встречаться на вашем пути. Людям, животным, растениям. Если вы не будете обращать на просьбы тех, кто в чем-то нуждается, вы пройдете мимо сложной ситуации, сделав вид, что вас это не касается. То вы таким образом не притянете в свою жизнь счастье, а любовь и дружба, возможно, обойдут вас стороной, из-за чего ваша жизнь будет унылой, скучной и одинокой. Далее циферка 3.
Если у вас получилась троечка, то это говорит о том, что у вас в прошлой жизни была мстительная натура. Вы были злопамятны и старались сделать так, чтобы все было, как вы считаете. Только как вы считаете правильным и выгодным для вас. А исправить поступки прошлого вы можете тем, что будете постоянно кого-то мирить, никогда не будете вступать в какие-то споры, скандалы, конфликты. Вы сами воздержитесь от различного рода выяснения отношений. Это, можно сказать, ваш долг, только так вы сможете изменить свою жизнь в лучшую сторону, наполнив ее приятными моментами и верными людьми. Далее циферка 4. Если у вас четверочка получилась, то это говорит о том, что груз негатива у вас велик. У вас накопилось столько проблем, которые переходили из жизни в жизнь, что они оказывают непосредственное влияние не только на вас и на вашу жизнь, но и на близких вам людей. Чтобы как-то это исправить и убрать негатив из вашей жизни, вам нужно вести скромную, тихую жизнь, быть вежливым и не создавать неприятные ситуации для окружающих людей, а также избегать проблем разного рода. Также вам стоит больше времени уделить своей работе, постараться стать успешным человеком для того, чтобы открыть свое дело и начать помогать людям. И для того, чтобы не притягивать к себе еще больше негатива, раз в месяц, перед тем, как ложиться спать, когда будет именно полнолуние, вам нужно открывать окно и проговаривать следующие слова. «Силы Луны в помощь призываю. Негатив прошлой жизни очистить мне помоги. Я ошибки свои признаю. Новую жизнь начать хочу». Это понемногу будет помогать вам убирать накопившийся негатив. Далее, если у вас получилась циферка 5. Пятерка – это говорит о том, что у вас есть небольшой кармический долг. Вам в прошлой жизни сопутствовало такое негативное явление, как неблагодарность. Вы воспринимали все как должное, даже те поступки, которые люди делали для того, чтобы угодить вам или помочь. Чтобы избавиться от тягости прошлого, вам нужно начать помогать людям. Вам нужно заняться благотворительностью. Делайте все, что в ваших силах для окружающих, но не забывайте, что делать это нужно будет безвозмездно. Вы постоянно должны доказывать в первую очередь себе, что вы добрый и достойный человек, что в этой жизни вы сможете изменить все, и ваша жизнь действительно будет счастливой. Далее циферка 6. И если у вас получилась такая циферка 6, то вас именно шестерка заставит подумать о принципах, существующих в вашей жизни. Вы должны научиться рассчитывать только на свои силы, и удача будет обходить вас стороной. Без удачи, как вы понимаете, это очень сложная жизнь, так как для того, чтобы чего-то добиться, нужно будет прикладывать постоянные усилия. Вас ждут испытания не из легких, и в вашем случае также не стоит забывать о таком, как благотворительность. Это поможет вам изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Смотрите внимательно по сторонам. Если вы будете все делать по правилам, то судьба даст вам обязательно шанс, воспользовавшись которым вы сможете изменить все в один момент. Главное, не упустите данный шанс, так как он больше не повторится. Помните об этом. Далее семерочка. И семерка – это число кармического долга. Считается одним из лучших. Вы ничего такого ужасного не совершили в прошлой жизни. Вы можете гордиться собой. Вы как в ней совершали хорошие поступки, так и сейчас вы совершаете только в основном хорошие. Если у вас и бывают какие-то сложности, то это никак не связано с вашей прошлой жизнью. Проблема, скорее всего, заключается в вашем сложном характере. Вам нужно изменить некоторые его негативные черты, стать более сдержанным, уступчивым и к происходящему вокруг вас. Изменив ваш характер, вы увидите, сколько всего более интересного и разнообразного у вас начнет появляться в жизни, а все неприятные моменты впредь будут обходить вас стороной.
Если при сложении цифрок у вас получилась циферка 8, то знайте, что у вас много проблем, от которых будет не просто избавиться. Они перенеслись все из той другой жизни. И вы на подсознательном уровне ощущаете этот груз. Он, к сожалению, в какой-то степени и тяготит вас. Вы сможете избавиться от этого только тогда, когда у вас получится искупить свою вину. Возможно, вы когда-то подадите человеку руку помощи, когда этого никто не сделает, или же подставите свое плечо помощи нуждающемуся человеку. Возможно, приютите и уличное животное, спася ему этим жизнь. Важным условием является то, что вы должны проникнуться любовью не только к себе, а ко всему тому, что вас окружает. Еще одним условием является то, что вам нужно научиться жить в дружбе со своей совестью. Вы должны быть готовы к неприятностям, которые могут периодически возникать на вашем пути. Их нужно преодолеть с честью, в результате чего вы станете более мудрым и совершенным человеком. Придерживайтесь пословицы, которая звучит так: «Все, что нас не убило, и мы, что смогли с гордостью преодолеть, сделало нас и сильнее, и успешнее». Живя по этому правилу, вы не будете опускать руки перед трудностями и сможете изменить все, что пожелаете в своей жизни. У людей, у которых сумма чисел даты рождения девятка, имеют проблемы в духовном плане. Многие, у кого такая циферка, не знают, что предпринять в жизни. Они, к сожалению, не готовы принимать серьезные решения. Они и не имеют серьезных планов на жизнь. Они постоянно пытаются найти отговорки, чтобы ничего не делать, так как им так легче. Они плавно плывут по течению, и их это в какой-то степени устраивает. В прошлой жизни лень была их жизненным смыслом. В этой же жизни это обязательно нужно исправлять, показать, что вы можете трудиться, вы можете добиваться поставленных целей перед собой, преодолевать все трудности, которые будут возникать на вашем пути. Иначе этому негативу быть возле вас еще не одну жизнь. Вам будет с ним тяжело жить, и это может вас даже привести к безденежью или еще хуже. Друзья, когда вы знаете, что у вас за проблемы есть в жизни, вы их сможете понять и осознать, что это часть вашего жизненного пути. И преодолев их, вы сможете жить полноценной жизнью, наслаждаясь ее и получая от этого удовольствие. У вас получится сделать так, чтобы ее наполняли только приятные моменты и события, которые будут наполнять ваше сердце радостью, помогать вам мечтать, выставлять новые жизненные приоритеты, цели. Вы сможете стать добрее, искренне. Вы постоянно будете учиться чему-то новому и продолжать притягивать в свою жизнь только больше положительных энергий с каждым разом. Обращаем ваше внимание, чем больше вы подсказок получаете в своей жизни из любой информации, из видео, тем быстрее вы осознаете и поймете для себя, что действительно вам же нужно изменить в своей жизни. Потому что, друзья, те подсказки, которые приходят вам, возможно, через эти видео, через друзей, через знакомых, это не просто так. Если вы готовы это принять, осознать, то знаете, у вас все получится исправить и изменить. Потому что как только вы осознаете свои ошибки, как только вы перепрограммируете себя, свое сознание, свое тело на успех, на удачу, на благополучие, таким образом вы отработали карму. А значит, в вашей жизни может произойти такие кардинальные изменения, что вы будете сами удивлены и будете думать: да неужели это со мной? Да неужели я в своей жизни действительно могу жить счастливо, благополучно, постоянно находиться в потоке изобилия, достатка и благополучия? Заверяем вас, это все возможно. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно подписывайтесь на канал Эзотерика для тебя, обязательно заходите на наш канал, потому что на этом канале очень много
полезной, важной, нужной и интересной информацией. Обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно и поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там много для вас полезной информации. Всех вам благ, услышимся с вами уже в следующем видео.